Всем доброе утро. Едем на работу с Юрой, с сыном. Короче, еду, смотрю, что-то у меня аж глаза вылезли. Думаю, что такое непонятное. По встречной полосе вообще ни одной машины нету. Думаю, я говорю, Юра, что случилось? Что за опять коронавирус или что? И тут подъезжаем еще пару километров, какой-то кран стоит. Говорит, наверное, авария. По нашей стороне тоже трафика. И тут такое видим, целая там беда случилась. Как такое могло случиться? Перевернулся грузовик еще где-то в 5:30 утра. И что интересно, что все люди, которые вот за этой аварией, они просто тупо в тупике. Ни вперед, ни назад. Я не знаю, сколько они часов там простояли, но по идее с аварии они уже выехать не могли ближайшие несколько часов. А как это вообще там получилось, я не знаю, потому что целый день дорога была закрыта. То ли их понемногу пропускали, то ли как. Вот такая вот фигня случилась в Риме сегодня. Поэтому я всегда помню, что каждый выезд куда-нибудь это возможные непредсказуемые приключения. Какой бы вы внимательны не были, но вот вокруг вас еще куча машин, людей и непредсказуемых ситуаций. Также будьте осторожны, пешеходы. Неизвестно, куда свернет, в каком состоянии водитель едет. На это утренний обыкновенный Рим. Такой же, наверное, как и во многих ваших городах. Не весь он состоит из фонтанов и достопримечательностей. Ну вот, если зайти в бар, здесь тоже произведение искусства прямо. Можно просто кофе попить, а можно и позавтракать. Причем вкусно. Я вас не дразню, ну просто хочется, чтобы вы тоже окунулись в атмосферу утреннего бара. Мы-то позавтракали, а вот кошки наши ждут нас, не дождутся. У них тоже завтрак. И здесь своя атмосфера особенная. Что, не дает тебе кушать, да? Забирай, давай, понаглее будь, голодный останешься. Жадина, поделись с другом, с подругой. Ну давай чуть-чуть. Да шо ж ты так, ну, я уж переживаю за тебя. Сейчас мы тебе отдельно насыпем, бедолага. Ой, это жмотина не даст тебе. Ах ты жмотка такая. Все? Ты злюка. Злюка ты. Ну а мы продолжаем работать. Хозяйка хочет побольше розеток, чтобы у нее было на кухне. Ставлю ей по максимуму, меняю коробки. Вот это называется коробка Cinquecento на 6 мест. Сегодня ждем посылку. Должна приехать краска. Хозяйка заказала и оплатила. И, наконец-то, машинка, чтобы стричь траву. Надеюсь, что эти заторы на дорогах сегодня в Риме не повлияют на эту доставку. Потому что на завтра у меня планы в другом месте. Кстати, тоже выйдет видео. Совершенно, так сказать, противоположный стиль работы. Здесь, как всегда, стараюсь вам показать все мелочи, чтобы вы не думали, что так просто поставить. Дело в том, что если там что-то скривится, потом, когда выложится плитка, все будет видно, все неровности. Ну и вот эта часть из всей квартиры самая страшная. Хочу ее тоже более-менее привести в порядок.
Опять же, эти углы, что оббивает Юра, они проржавели снизу. Отремонтировать их уже бесполезно. Их лучше срезать и либо поставить новые, либо оставить без уголков. Это, наверное, единственное место. Я уже в конце потом подумал, решил, что поставлю там лист гипсокартона. Или два, сколько там пойдет. Потому что стена сырая. Напомню, что там балкон протекал. И все это текло, очень замокла стена. Сколько она будет сохнуть, не знаю. По идее, надо оставлять его, чтобы оно так... Да, что так чуть открой, пусть оно чуть подсохнет, ничего. Даже вентилятор бы сюда поставить. Пробей только малипеджер. Вот эта вот хрень, что снимается, вот так вот. Но чтобы более-менее по уму сделать, все-таки обобью всю эту сырость, ну и пройду антигрибковым средством. Здесь хорошо видно, здесь была дверь, где сейчас окно. Не знаю, что ей больше нужно, окно или дверь, ну, оставляю так. Ну, еще раз вкратце объясню, почему у них так получилось. Люди не хотели заниматься снаружи ничем. Балкон тек. Он требовал серьезного более-менее ремонта. Но никто не знал, не хотел. Я не знаю как. Им наплевать было. Типа, нам надо жить внутри, нам важно внутри. Не получится так. Не сделаете снаружи, будет внутри тоже проблема. Здесь будет плитка, фартух, как называют над кухней. Тоже хозяйка заказала, должна прийти доставка. Ну и подготавливаю, все как обычно. Кто-то скажет, что-то ты долго с этой стеной играешься. Ну да, во-первых, мне нужно, чтобы она сохла, я не торопился. Во-вторых, не было кухни, и только сейчас более-менее стало что-то понятно с розетками и со всем остальным. Здесь будет плитка, и если не снять вот то, что отшелушивается, она более-менее не держит. Какой бы вы клей хороший не купили, оно все отпадет потом вот с этим слоем, что плохо держит. Подготовка и база должна быть, основа должна быть точная. Вспомнился тоже один случай. Парень, кстати, плиточник, положил плитку в одном ресторане, в какой-то подсобке. Ну, видимо, положил как-то на пыль или как. В общем, через месяц эта вся плитка начала весело просто отваливаться. Вот почему говорю, что у меня из опыта, я боюсь такого, не дай бог, чтобы случилось. Даже если одна там начнет простукиваться, дышать, мне уже неприятно. Как минимум надо перенести. Я не знаю, вообще надо этот переключатель, но он уже сделанный. Так, это... Блин. А ну включи на минуту еще раз. Чтобы я понял, какой из них рабочий. Так, вот эти черные рабочие выключаем. Справа от меня была дверь, которую мы заделали, замуровали. Здесь был выключатель для света наружу. Но теперь он просто не нужен. И так как здесь будет стоять холодильник, и выключатель на свет в этом месте тоже уже бесполезный. Надо просто это демонтировать. Здесь сделаем одну розетку для холодильника. Здесь будет мойка, здесь холодильник. Вообще эти все внутренние железяки в стенах, в бетонных сваях этих, они создают очень много проблем впоследствии. Именно когда начинает ржаветь,
они выталкивают все нафиг. Это и проблема балконов, фасадов. Понятно, что в колонне не заменишь уже эти, не отрежешь железяки, как уголок. Уголок-то можно ставить, можно не ставить. А в колоннах их обрабатывают специальными средствами. И даже двухкомпонентные. Ну, тут тоже важно, чтобы честные были рабочие. Можно же закидать раствором, и кто там уже потом проверит, что было внутри. Но обычно это промазывают и оставляют даже на какое-то время. То есть видно, что обработано. Желательно это проверять. Ну и сегодня случилось что-то такое невероятное. Обычно все нам чего-то не довозят, обманывают. А тут сегодня привезли вместо 5 банок краски 15. Я такой в шоке, он мне все это выгружает. Я говорю, да не может быть. Звоню хозяйке, говорю, ты что? Говорю, зачем тебе столько краски? Она говорит, я люблю красить. Я говорю, 15 банок, здесь можно все в округе закрасить. Как 15? Говорит, я 5 заказала. В общем, в конце я уже потом понял, они, видимо, что-то там ошиблись в Лерой Мерлене. И с этими бумажками, наклейками они сюда отправили, то есть все правильно, по документам, по бумагам он хотел уже оставлять этот поддон. А мне как-то стрёмно, я думаю, а что будет, а хозяйка там, а если будут проблемы, мне зачем на себя ответственность брать? Вот такой шанс мы имели сегодня заработать 500 евро. Машинка приехала. Привезли нам. Ти-ди-ди-дин. Распаковка. Итак, все так дружно переживали за траву. Хозяйка сказала, достали вы все. Вот вам. Эту машинку купила, она долго перебирала разные, ей понравилось это. На батареях стоит около 300 евро вроде. Что-то она не очень-то простая оказалась. Ну, многие скажут, ну, надо было инструкцию почитать, потом... Да, мы вроде думали, мы не тупые, как-нибудь разберемся, там сидеть, читать, переводить. Да и написано так холодно, можно сказать. Да и мы с сыном уже так давно в игрушки не играли, а тем более в машинки, что здесь такой повод был классный. Прям кайф получили от сбора этой машины. Батареи. Машинка на батареях. Батареи у нас. Вот они. Вот это зарядка. Нет, это батарея. И зарядка. Где шнур? Это только одна, что ли, батарея? Нет. Заряжать по одной. Эти заглушки, так не понял. Есть инструкция, глянь. И еще одна. В принципе, они заряженные. Как бы снизу, если... Все заблокировано. Зачем уж я так, если... Передачи какие-то еще. А выше, ниже, наверное. Там какие-то есть. Что, попробуй? Не то. Что-то же поехало там. Ну что-то да, начало. И? Может это? А ключик?
Ну, я его вытащил, потом засунул снова. Сейчас оно вроде пошло с ключиком внутри. Ну, так, подожди, а что она? В чем секрет? Может, подержать надо? Блин, тут в школу надо ходить, водительские права сдавать. Да, я, может, более везучий. Это ее нажимал, кстати. А, подожди. Нажимаешь, и когда ее нажимаешь, вот эту потихоньку назад. Понял? Да. Если ее отпускаешь, она не идет. Ее надо зажать. И оно само выключается. Да. А, это останавливает, это вообще стоп. по идее. Еще мы прошли теоретически, порассуждали по этому нашему огороду, так сказать, и решили, что мы не будем там стричь. Слишком уж высокая трава. Наверное, все-таки эта машина будет поддерживать состояние какой-то короткой травы. А здесь, как я уже говорил, и мусор, и пни под низом, и неровная поверхность. Я сейчас покажу, я прошелся здесь вот вдоль заборчика. Да, стригет, но она не любит, когда там какие-то ямы, бугры. Ей нужна все-таки ровная поверхность. Да, тут регулируется выше, ниже. Но все-таки колеса-то едут, это же не трактор, что колеса сами крутятся, правильно? Вы ее должны вести, толкать. И если какое-то препятствие, колесо вязнет и не едет она, неудобно. Надо все-таки сначала подготовить землю правильно, траву, а потом уже просто ухаживать с помощью этой машинки. Это будет удобно. Ну, она должна быть такая. Она уже выше, она будет... Ту она не сможет. Даже вот тот кусочек, я не думаю, что она сможет. В общем, всю эту траву надо срезать этим триммером, чистить, а потом уже, когда все будет более-менее в порядке, машинкой. Так, сегодня у нас курица на обед. Ну а что, мы раз в месяц можем себе праздник сделать? Все, обеденный перерыв. Мы кушать. Там вообще мягкое, здесь вообще цемент, бетон. И что надо взять? Фу, хлоркой. Красим хлоркой. Уже все так пооткрывали сейчас Юра. Но мочит, пусть оно все воняет, а мы пойдем. Все, эта стена, блин, представляете, сколько времени
Она у меня заняла то с коробками, то с дырками, то с розетками, то поменял вот эти на большие. О, хозяйка хочет много. Здесь тоже что-то убрал, что-то добавил. Надеюсь, видео вам понравится. Надеюсь, что у меня появится с него больше подписчиков. Ну и в заключение скажу вам такой секрет. Счастье – это когда вечером вы думаете, скорее бы утро и на работу, а под конец работы думаете, скорее бы домой. Всем пока.